Это мой дом из арболита, который я строю своими руками, и на данный момент я потратил на него 1 250 000 рублей. Сегодня расскажу, как дом пережил вторую зиму с момента возведения крыши, что уже отвалилось, а что еще нет. А в конце видео распилю стену и покажу, что стало с арболитом внутри за 5 лет. Сгнила ли щепа в арболите, как пишут некоторые злобные комментаторы, или нет. Не переключайтесь, будет интересно. Начнем сначала с крыши. Крыша у меня мансардная, то есть второй этаж неполноценный, полуторный, скажем так. Стены подняты до уровня человеческого роста. Дальше идет стропильная система безраспорная, которая упирается вот на эти стены. Многие этот вариант ругают, конечно, но это самый такой, скажем так, по соотношению цена-качество оптимальный вариант для компактного дома. Крышу я начал делать в конце 2022 года, закончил основную массу работ по ней зимой 2023 года и весной установил снегозадержатель с той стороны и поставил конек. Но окончательный вид крыши приобрела только в конце 2024 года, когда я поставил водосточный желоб с соседской стороны, сделал подшивку крыши из профнастила и поставил лобовые планки из металла. По самой крыше сказать нечего, второй год уже все нормально, а вот очень часто читал комментарии о том, что снегозадержатели не нужны, их оторвет, и плюс про водосточную систему тоже некоторые жаловались, то что желоба отрывает и так далее. Сейчас поднимусь на ту сторону и покажу, как пережили зиму водосточные желоба и снегозадержатели. Пока не снял леса, поднялся наверх, пока есть возможность вообще добраться до крыши. Вот по самому металлу толщина 0,45, покрытие бархат, вообще все нравится, проблем никаких, не слазит. Ну, конечно, прошло не так много времени, это если лет 5-10 пройдет, тогда можно судить, но в принципе пока все нормально. Водосточка благодаря усилителям вообще без проблем пережила зиму, то есть ей никакая нагрузка не страшна. Я в принципе пробовал даже подтягиваться на желобах, и проблем никаких не было. То есть они мой вес выдерживают, то есть условно там 82-83 килограмма. Плюс вот эта тема с обогревом очень классная штука. На снегозадержателях лежит снег, он постепенно сходит сюда в желоб. Здесь он отогревается и выходит по водосточке и утекает, соответственно, в импровизированный дренажный колодец, скажем так. То есть к соседям вообще ничего не попадает, ни снега, ни воды. Снегозадержатели, они добавляют нагрузки на крышу, но если она рассчитана правильно, то все должно быть нормально. То есть снегозадержатели уже стоят 2 года и проблем нет. Вот сами кронштейны я ставил почаще. То есть не через 5-6 волн, а у меня где-то там через 3, где-то через 4 волны. Когда на кронштейн слишком большая нагрузка, его как бы начинает изгибать, он изгибаться начинает, то есть ломаться. Вот, у меня, то есть все кронштейны ровненько стоят, значит нагрузку они держат. Скоро я леса сниму, но в общем теперь я за крышу абсолютно спокоен. Единственное, что я нашел плохого, это вот саморез слабенько держится, как бы выкрутился, получается. Я его перекручу. Это единственное, наверное, замечание по крыше, которое я нашел. Как уже говорил, зимой занимался подшивкой крыши. Вышло относительно недорого, выглядит симпатично. Пока могу сказать то, что подшивка ведет себя неплохо, не хлопает, не гремит. В общем, кто не видел, ссылочку где-нибудь здесь оставлю. Ну а мы пока поехали дальше. Ровно год назад самостоятельно по ГОСТу установил окна из профиля Века Softline 70 с ламинацией под дерево. Проблем с окошками никаких нет, все открывается, закрывается, выглядит красиво. По теплоизоляции пока ничего сказать не могу, потому как дом еще не топится. Снаружи монтажный шов окон закрыт предварительно сжатой уплотнительной лентой или псул, или вообще по-простому это поролон со специальными пропитками. Очень много было по нему негативных комментариев, то что псул быстро выйдет из строя и придется себе там что-то придумывать, замазывать герметиком и так далее. Спустя год пока что я ничего не могу сказать. То есть он как был, так и есть такой же серенький, никаких изменений я не увидел.
Это южная сторона дома, солнца тут достаточно много, но потом, когда будет сделана терраса, то ПСУ, я думаю, прослужит долгие-долгие годы на внешней стороне монтажного шва. Многие в комментариях ругались по поводу моей четверти утепленной, то есть снаружи это доска, покрытая отечественным средством текстурол со сроком службы 6 лет для защиты древесины. Внутри это ППС. Многие говорили, что будешь подкрашивать эти четверти каждый год или вообще они достаточно быстро сгниют. Но вот сейчас на данный момент могу сказать, что никаких визуальных изменений с четвертями не произошло. То есть вот как были они насыщенно коричневого цвета, так они и остались. Даже если что-то с ним случится, подкрасить, обновить цвет займет там на окно не более получаса. Даже если нужно будет заменить эти четверти, то тоже это все без проблем делается не так долго. Вообще деревянную четверть я сделал не просто так. У меня входная группа, дверь с маленьким окном с санузла. Вот это большое окно, и с той стороны окна будут отделаны планкеном. И эта деревянная четверть, это, скажем так, часть вот этой отделки. Ну а когда я доделаю всю эту отделку, посмотрите, стоило ли мне так заморачиваться с этой отделкой из дерева планкеном или нет. Так что подписывайтесь, жмите там всякие колокольчики, чтобы не пропустить. Из недостатков могу сказать, что гидроизоляционная лента, которую я наклеивал по низу, она от солнца разрушилась. И вот уже тут проглядывает пена, немножко такая пожелтевшая. Но это ничего страшного, это я все уберу в итоге. Ленту заново проклею. Все из-за того, что я никак не могу найти, кто мне сделает безопасные отливы. Вот пока просто временно приложил тут на кирпичах такой самый дешманский отлив, но потом это все заменю на нормальные. Ну а буквально недавно поставил с такого же профиля входную пластиковую дверь. Дверь пока очень нравится. Как она себя поведет дальше, покажет время. Погнали дальше. В 2023 году я сделал столбчатый фундамент под террасу. И после выхода видео о фундаменте получил достаточно много критики. Все дело в том, что каждый столб у меня стоит из двух частей. Первая нижняя часть это стеклоизол, вставленный в землю, а вторая часть столба это подпиленная в размер канализационная труба диаметром 25 сантиметров. Получается, что столб он как бы в форме грибка, то есть там есть ступенька небольшая 2,5 сантиметра из-за разницы диаметров. Потом зимой была смонтирована обвязка столбчатого фундамента из 50-й доски и бруса 150 на 50. В прошлом году я покрыл столбы полимерной гидроизоляцией в 2 слоя. Дальше прямо на землю положил куски ППС, которые остались от утепления фундамента. И дальше все это дело засыпал землей. Земли у меня оставалось много. И вот почти всю землю я засыпал под террасу. С этого угла террасы, получается, столб выходит больше всего из земли. И вот гидроизоляция на основе ПВХ, в принципе, показала себя очень хорошо. Солнечного света она не боится. И как вот я ее нанес, так она, в принципе, и осталась. Ни трещин, ничего, никаких деформаций, то есть она не слезла, вот она как была, как чулок резиновый такой. Так, в принципе, на столбе осталось. А вот дерево уже потеряло свой красивый вид. Где-то есть потемнение, особенно на торцах. Еще на досках где-то есть остатки черной плесени, потому что, когда я делал террасу, уже пиломатериал у меня заканчивался, и в ход шли все подряд доски, которые оставались. А перед тем, как я буду возводить каркас террасы, я обработаю древесину от паразитов, от плесени и в конце покрою тонирующим антисептиком. Для обработки основания террасы буду использовать отбеливатель и антисептик для древесины Просепт. На первом этапе обработаю поверхность основания террасы отбеливателем для уничтожения различных поражений и осветления дерева. Состав продается в виде концентрата, поэтому сначала разбавлю его водой 1 к 1. Заливаю полученную жидкость в емкость краскопульта и приступаю к работе. Для начала делаю пробное нанесение на проблемный участок с черной плесенью. В это трудно поверить, но за первые 10 секунд средство почти полностью убрало черную плесень, и это без ускоренной съемки. Дальше в течение 5 минут доска практически вернулась к состоянию двухлетней давности. Дальше наношу отбеливатель на всю обвязку террасы. При этом лучше проводить работы в респираторе и очках, и по возможности в безветренную погоду. Расход получился небольшой, у меня на всю обвязку ушло всего около 3 литров. В итоге получил вот такой результат. Оставляю сохнуть дерево под солнцем на 3-4 часа и потом перейду к следующему этапу. На втором этапе буду наносить невымываемый антисептик Просепт для усиленной защиты древесины. Состав также поставляется в виде концентрата. Литр нужно разбавить в 10 литрах воды.
Начинаю обработку. Не обращайте внимания на мою кривую технику нанесения. С краскопультом работаю, можно сказать, первый раз. После нанесения поверхность дерева выглядит красиво, приобретая насыщенный коричневый оттенок. Сам антисептик невымываемый, а вот коричневый пигмент может немного выгореть со временем. В общем, нанес на деревянную конструкцию 2 слоя с перерывом в полчаса и оставил сохнуть на ночь. Сейчас покажу, что получилось. После высыхания цвет обвязки получился интересный, коричнево-дымчатый. Теперь основание террасы защищено, ну а летом планирую наконец-то доделать саму террасу. Также у компании Procept есть огнебиозащитный состав, который обеспечивает защиту от возгорания, а также воздействия насекомых и грибка. Я таким составом обрабатывал всю стропильную систему. Но горит или нет, не проверял. Вот сейчас и проверим. Беру сухую заготовку из 50-й доски и погружаю ее в состав на 30 минут. Потом сутки выдерживаю в сухом помещении до полного высыхания. Для сравнения буду поджигать заготовки одинакового размера. Одна из них обработанная красного цвета, другая необработанная. Как я не пытался поджечь образец, покрытый огнебиозащитным составом, у меня это не получилось. Как только убираю источник пламени, горение прекращается. Необработанная доска, естественно, поддерживает горение. После теста видно, что обгорела она значительно больше. Ссылки на все составы Procept оставлю в описании к видео. Специально для комментаторов, которые говорили, что столбы террасы выпрет. А сейчас проверим уровень террасы, и буду делать я это с помощью своего хорошего пузырькового строительного уровня Капра. Так, проверять буду выборочно. Уровень. Тоже все в норме. Также все хорошо. Так, сейчас сходим куда-нибудь подальше. Также уровень. Сейчас еще вперед террасы дойдем. Тоже уровень. Ну, где-то, конечно, есть недостатки. То есть там плюс-минус миллиметр из-за того, что вот здесь, например. Вот. Тут где-то миллиметр надо поднять, чтобы уровень был. Так как доска тоже не идеально ровная, делал из остатков. В общем, спустя 2 года все с террасой нормально. В позапрошлом году одновременно с утеплением фундамента начал делать отмостку. Сформировал уклон с помощью песка, утеплил экструдированным пенополистиролом, постелил водоотводящую мембрану и сверху накрыл геотекстилем 300-й плотности. В том месте, где будет терраса, просто сверху засыпал землей. В прошлом году летом все работы по изготовлению отмостки я завершил. Установил с этой стороны бордюры, засыпал красивым щебнем. С той стороны установил скрытый водоотводящий лоток. Сверху также засыпал щебнем. И многие конструкцию эту в комментариях ругали. Говорили, что долго она не проработает, после зимы ее поднимет и сломает. В общем, сейчас покажу, как эта отмостка пережила зиму. По бордюрам проблем нет, после зимы стоят ровно и крепко, не болтаются. Единственный момент нехороший, то что не хватило мне щебенки, и поэтому нужно будет в этом году подсыпать сантиметров 5-10, чтобы отмостка красиво выглядела. Внутри отмостки сделан уклон, и когда вода попадает в щебень, она отводится по водоотводящей мембране под бордюрами. Сейчас покажу, что внутри. Все, вот видно мембрану. Тут влаги нет, все сухо. Вот видно, что руки пыльные. Вот, то есть получается, что отмостка работает нормально, отводит воду все туда. И здесь влаги никакой нет. Плавно перемещаемся на другую сторону дома. Тут у меня еще стоят леса, поэтому ходить не очень удобно. Как раз на этой стороне установлен скрытый водоотводящий лоток в отмостке. И чисто визуально все нормально, сухо. Сейчас покажу подробнее. Вот так выглядит поверхность отмостки. Видно, что щебенка сухая абсолютно. Вот здесь находится как раз скрытый водоотводящий лоток с дренажной трубой. То есть все по уклону уходит в эту трубу или в сам лоток и потом выводится за пределы отмостки. Так, а пока попробую откинуть немножко щебня.
Так, ну вот сейчас здесь видно, что влага немного есть вот над трубой в щебенке. То есть саму трубу мы не увидим, потому что она закрыта геотекстилем, чтобы грязь в отверстие не забивала дренажное в трубе. Сейчас посмотрим с другой стороны у фундамента что. Что, дальше произошло чудо, ребят. Все, дошло я до мембраны. Вот стоячей воды тут видно, что нет. То есть вся вода от фундамента отводится в водоотводящий лоток и выводится за пределы дома. Вот. Слегка тут вот щебенка влажная, но в принципе это нормально с учетом того, что дождь был всего лишь день назад. В общем, отмостка в принципе работает. Сейчас мы были в начале отмостки, потом вода перемещается по отмостке, выводится за пределы дома и попадает вот в эту некрасивую яму. Сейчас посмотрим, как это все работает. И работает ли. Пожалуйста, в приямок натекла вода. То есть отмостка в принципе работает и воду отводит. А потом я сделаю все нормально, то есть поставлю вот здесь смотровой колодец. Соединю вот здесь трубу дренажную вот эту, и дальше вода пойдет вниз к участку, вот в ту сторону, где будет дренажный колодец. Если кому-то понравился мой современный, компактный, а главное недорогой дом, то за символическую цену вы можете скачать подробный проект дома на 19 страницах и самостоятельно своими руками построить его по моим видео. Ссылку на проект оставлю в описании. Стены дома сделаны из арболитовых блоков, дальше нанесена теплая штукатурка с добавлением перлита, далее слой шпатлевки фасадной на основе белого цемента и в конце фасад покрашен белой акрилсиликоновой краской. По фасаду в сравнении с предыдущим годом я каких-то сильных изменений не увидел. Как было некоторое количество микротрещин на стенах, так в принципе они и остались. Единственное то, что после покраски стен они стали еще более незаметными. Вот так выглядит фасад. И если всматриваться очень внимательно, то можно найти вот такие микротрещины, которые не изменились с прошлого года, были покрашены акрилсиликоновой краской. В общем, в таком же состоянии они и сейчас. Но, в принципе, их не особо заметно. Ну а теперь настало время показать, что стало с арболитом за 5 лет с момента возведения стен. Необходимость распилить стену возникла для установки двери. Проще говоря, я облажался с размерами дверного проема, и теперь нужно было эту ошибку исправить, чтобы дверь встала по месту. Я думаю, многим эта информация будет интересна и полезна. Стены сделаны из нераспространенного у нас материала арболит, который многие ругают. Дальше расскажу про него. Арболитовые блоки клались на плиточный клей. Снаружи на арболит без армирования нанесена теплая штукатурка на основе перлита. Для выравнивания поверхности наносилась шпатлевка на основе белого цемента. А потом стена была просто покрашена в 2 слоя акрилсиликоновой краской. Значит, очень часто встречаю комментарии о том, что без армирования штукатурка отвалится. Так вот, при нанесении штукатурки на арболит, вот из-за его вот этой неоднородной поверхности, она проникает во все вот эти поры, полости и образует с арболитом некий монолит. После высыхания демонтировать штукатурку практически нереально, ну или, по крайней мере, очень тяжело. А теперь развею самый главный миф про арболит. Очень часто читаю в комментариях, да и вообще в интернете, о том, что раз арболит состоит из древесины, правда, очень часто арболит путают с опилкобетоном. Так вот, различие арболита от опилкобетона в том, что внутри содержится древесная щепа, а не опилки. Форма ее определена ГОСТом, ну, в общем, и так далее. И вот раз в нем содержится древесина, то он напитает влаги, древесина намокнет, образуется плесень, грибок, и, в общем, такая стена достаточно быстро потеряет прочность и развалится. Вот эта стена возведена в 2021 году, то есть прошло не менее 4 лет. Дом не отапливается, то есть внутри еще нет отделки. И вот он срез этой стены. Видно, что щепа, она вот как будто только что вот ее нарубили для изготовления арболита. То есть она такого желтого цвета. Поэтому не верьте мифам. С арболитом все нормально. Без отопления стена простояла 4 года. Все хорошо. Надеюсь, мой опыт был полезен. Ну а я скоро начну собирать террасу при помощи вот такой штуковины. Всем желаю продуктивной стройки. Пока!